Всем привет, ребята! Я знаю, что среди вас много тех, кто хочет хорошо говорить по-русски. Я забыла микрофон взять. Еще раз. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал о русском языке. Давайте учить русский вместе. Я знаю, что среди вас много тех, кто хочет хорошо говорить по-русски на высоком уровне, да? Кто хочет учиться в России или, может быть, работать. Поэтому это видео будет вам особенно интересно, потому что у меня в гостях Валентина. Привет, Валентина. Привет, всем привет. Валентина недавно сдала экзамен по русскому языку на какой уровень? B2. На B2, на очень высокий уровень. И я думаю, она выучила русский за рекордно короткий срок. Сколько ты учила русский? Я получила уровень B2 после 2 лет и 3 месяцев изучения. 2 года и 3 месяца изучения. Вау! Так что сегодня Валентина поможет мне и вам. Она ответит на вопросы, как быстро выучить русский. Сначала мы спросим Валентину, она расскажет о себе. Хорошо. Вот, я родилась здесь, в Испании, в Барселоне. Моя мама из Коста-Рики. Это одна страна в центре Америки, в середине Панама и Никарагуа. И мой отец из Италии. Поэтому у меня много национальностей, можно так сказать, да. Да, интернациональная семья уже изначально. Да. На каких языках ты говоришь? Какой твой родной язык? У меня 2. Поэтому испанский и итальянский. Но еще говорю на каталонском, это тоже мой родной язык, потому что, как вы знаете, наверное, здесь в Барселоне мы говорим и на испанском, и на каталонском. Поэтому 3 даже. Да, 3 родных языка. И на каких языках ты еще можешь что-то сказать и можешь понимать и говорить? Говорю по-русски, по-английски и немного тоже по-немецки. Жила там 2 месяца, поэтому могу тоже говорить немного по-немецки, да. Когда ты в первый раз услышала русский или познакомилась, и тебе захотелось изучать его? Хорошо. Это было, да, достаточно давно, уже, может быть, 3 года назад, потому что я не сразу начала изучать русский язык. Я начала исследовать из-за того, что давно я купила одну книгу, называется «Братья Карамазовы» Достоевского, наверное, вы знаете. Я начала ее читать на итальянском языке. Я нашла в последней странице маленький рассказ о том, как ее перевели и так далее. И мне было очень интересно, потому что я узнала о том, что в русском языке есть разница между истиной и правдой. Это значит the truth по-английски. Вот. И мне было стало интересно знать, почему. Из-за того, что в итальянском или в испанском не существует этой разницы. Вот. И тогда я искала в интернете одно видео, и я нашла видео, где, наверное, там был Путин говорил, и тогда, первый раз я думала, это немного странно звучит, а уже второй я влюбилась, и я решила, что хочу изучать русский язык. Вот такая история. И это было 2 года? Нет, 3 года назад. 3 года назад. Да, потому что я не сразу стала изучать русский язык из-за того, что у меня был маленький перерыв, и уже потом, где-то в марте, да, я начала серьезно это делать. И ты помнишь твои первые шаги? С чего ты начала изучение? С самого начала я купила тетрадь и начала писать несколько слов. Там были глаголи, маленький словарный запас, начала изучать все слова. Вот и алфавит. Я никогда не забуду, я изучала алфавит за 20 минут. У меня был такой момент, когда я начала думать, хорошо, эта форма совпадает, не знаю, с таким животным и так далее. И поэтому все мне далось достаточно быстро, но было очень, очень сложно читать, потому что даже если ты знаешь алфавит, ты потом не можешь читать нормально, да, это как маленький ребенок, который начинает читать. Складывать слоги, это практика. Так. И потом, да, эти были первые шаги, а потом все делать, смотреть фильмы, слушать музыку, говорить с людьми, читать, писать, все, что можно было делать, я это сделала. То есть для того, чтобы запомнить алфавит быстро, ты придумывала ассоциации? Да, точно.
То есть ты больше учила сама или ты брала уроки? Я брала уроки, но в определенных моментах, когда мне было особенно сложно. Но это было всегда очень мало с тобой, кстати, с другой учительницей одним летом. Но да, сама. Потом, очень важно, я начала ходить на уроки филологического факультета университета в Барселоне. И это было очень важно, потому что каждый день я слышала русский язык с носителем. У меня вот был преподаватель из Санкт-Петербурга. И это, думаю, что является очень, очень важным, ну, я не знаю, аспектом или вот моего изучения. То есть это было, наверное, первый пункт, одна, конечно, то есть дисциплина самостоятельно, и во-вторых, конечно, эти уроки в университете, да. И сколько времени в среднем ты тратила и тратишь сейчас в день на не только изучение, а на работу с русским? Сколько времени ты читаешь, да, все вместе у тебя занимает русский в жизни? Думаю, что зависит от дня, конечно, но довольно много. Когда я начала изучать русский язык, я начала читать все в интернете на русском, у меня телефон на русском, смотрю много фильмов на русском, слушаю почти всегда русскую музыку. Я не могу сказать 5 часов, 4, потому что это занимает много времени. Это как если я бы жила там. То есть мне нужно это делать. У меня тоже много друзей из России, так что говорю в Инстаграме на русском. Это все, поэтому... Это полное погружение, да? А Валентина, после того, как она сдала экзамен, что ты сделала? Она поступила в университет в России. Да. Да, расскажи нам, какой. Я поступила в университет Дружбы народов. Это один университет в Москве. Очень известный, РУДН. Да, очень известный. Там есть разные университеты. В России я хотела именно в Москву, потому что я люблю Москву, это мой любимый город. В моем случае были вступительные испытания в других вузах, но в университете Дружбы народов нет, потому что они рассчитывали уровень или другие аспекты. Тебе не надо было сдавать других экзаменов, кроме русского? Нет. Хорошая информация для тех, кто хочет учиться. То есть там это так. Хорошо. И из этих 2,5 лет сколько дней ты была в России? Сколько раз ты туда ездила, и сколько дней, в общем, ты провела в России? Я была там только один раз, и была там в течение 10 дней. 10 дней. А и на Украине была там в течение, может быть, 2 недель. 2 недели. То есть, в общем, примерно не больше месяца. Суммарно нет, там где-то, 25 или 25 дней. Да, это разбивает миф о том, что язык можно выучить только в стране, в которой на нем говорят, да, потому что сейчас есть интернет и разные другие способы. Самый интересный вопрос. Что для тебя было, вот теперь, как ты уже профи, эксперт, что для тебя было самое трудное в изучении, где ты больше всего буксовала, и тебе было и еще продолжаю. В виде глаголов. Виды глаголов, аспекты. Я не понимаю это. Еще не понимаю. Нужно делать это с интуицией. Расскажи чуть-чуть нам про экзамен. Какой был экзамен? Что тебе пришлось сделать на экзамене? Как ты готовилась к нему? Сколько времени ты готовилась? Да, вот в течение 1 месяца я интенсивно изучала русский язык каждый день. Я купила опять новую тетрадь, и я изучала просто как сумасшедшая каждый день, чтобы достичь этого уровня, да. И как он организован, да, там есть письменная часть, там есть говорение, там есть аудирование и чтение. Первая часть, то есть письменная, для меня казалась самой сложной, потому что у нас было всего 1 час для 3 текстов. Я там получила очень низкий балл, то есть я преодолела или сдала эту часть, но я получила очень низкий балл. Потом чтение и говорение для меня были самые легкие. Я там получила очень-очень высокие баллы. В конце мой окончательный балл это 8 из 10. Из 10. Да. Это хороший результат. И в говорении у меня был 9,5.
9,5. Да, 9,5. Чтение — это читать текст, потом отвечать на вопросы, аудирование тоже и самое, а говорение там есть разные упражнения, это, конечно, зависит от преподавательницы и так далее, и там нужно говорить, нужно смотреть маленький короткометраж, и потом отвечать на вопросы, описывать то, что ты видишь, и там ценится очень сильно, насколько ты быстро и спонтанно говоришь, и тоже, конечно, богатство слов и так далее. Но самое сложное письменно, потому что есть мало времени для 3 текстов. Вот. Сколько всего времени дается на 3 1 текста? час 1 только. час. Структура примерно, да, как стандартного экзамена по языку, но какие-то можешь выделить книги и пособия для подготовки к этому именно экзамену, которые тебе помогли? Есть пробные экзамены, рекомендую, несомненно, делать многие из них, особенно грамматическая часть, потому что, конечно, там писать, читать и так далее, можно делать это везде, но те вопросы, которые появляются именно в этом экзамене по продвинутому уровню, можно найти только в этих пробных экзаменах в интернете. Да. Хорошо. И еще пару вопросов я спрошу тебе. Вопрос про грамматику. Есть такая дискуссия среди учителей, нужно ли изучать грамматику. Некоторые говорят, что грамматику изучать не нужно вообще. Некоторые говорят, как же я без грамматики вообще могу сказать полную ерунду. Когда и как нужно изучать грамматику? Я была одна из тех, которые с самого начала думала, что нет, грамматика не нужна и можно жить без грамматики. Нет, грамматика важна. Я думаю, что это зависит от того, какого уровня вы хотите достичь, потому что если вы хотите получить, не знаю, средний уровень, просто говорить, понимать и так далее, тогда может быть и не надо, но в моем случае это надо, потому что моя цель была говорить хорошо и правильно. Для меня недостаточно понимать и дать себе понять другим людям, а для меня очень важно тоже говорить правильно. Когда я говорю правильно и знаю, что я не ошибаюсь, или я думаю, что я не ошибаюсь. Я верю в это. Да, я верю. Это большое, огромное удовольствие. Поэтому надо, не надо, это относительно, зависит, да, от вашего желания. Вам даже скажу, что это одна из самых интересных частей, да? Потому что иногда мы думаем, что грамматика это скучное дело, что там все будет, не знаю, как в школе и так далее. Но на самом деле, когда мы изучаем язык, одна из самых интересных часть, особенно когда этот язык отличается очень сильно от нашего языка, это грамматика, потому что там структура нашего ума, скажем так, поэтому рекомендую изучать грамматику. Да? Может быть, не в самом начале, когда вы уже понимаете, да, у вас сначала, конечно, лучше запомнить больше слов, да. Но когда вы уже начинаете понимать на слух, тогда, наверное, надо начинать. Я рекомендую, да, может быть, не начинать с грамматикой с самого начала, но не сказать, дальше, потому что это то, что случилось со мной, и в определенном моменте, когда я уже познакомилась с Юлей, кстати, я все понимала, могла говорить без проблем, но мне было очень сложно с грамматикой, я всегда говорила неправильно. И потом, когда вы уже достигли хорошего уровня, но при этом говорите неправильно, становится труднее понять все. То есть, конечно, это не проблема для обычной коммуникации, но, может быть, для университета этого совершенно не хватит. И последний вопрос, твои рекомендации. Что ты рекомендуешь людям, наверное, больше не тем, кто начинает, да, а вот кто понимает уже разговор с уровнем А2, Б1, как вот сделать этот скачок на высокий уровень? Никогда не думайте, что вы уже знаете язык, потому что это не так. То есть мой совет — это продолжать каждый день, то есть делать это ежедневно, даже когда вы думаете, что вы уже достигли хорошего уровня. Я думаю, что ни один язык невозможно выучить до уровня, когда ты можешь сказать: все, я выучил язык. Да, точно. Еще, одна вещь. Я поняла, что язык — это средство. И это значит, что если
вам не особенно нравится изучать какие-либо языки, вы можете понять, что вам нравится делать, и делать это через русский язык или через другой язык. То есть, например, даже если вам очень сильно нравится заниматься спортом, вы можете ставить эти правила на русском, как «поднимайте руки» и так далее. На YouTube полно фитнес-тренеров. Какой твой любимый фильм на русском? У меня нет любимого фильма, но мой любимый режиссер это Тарковский. Серьезные фильмы. Да. Есть у тебя любимый исполнитель, музыкант, певец какой-то или певица на русском? Мне нравятся все советские песни и старые. Очень часто мои русские друзья говорят: это старая песня, почему ты слушаешь эту музыку? Да, там есть Алла Пугачева, даже Лолита и так далее. Мне все это очень нравится. Спасибо большое тебе, Валентина, за то, что ты встретилась со мной и рассказала о секретах, о твоих секретиках, как ты так быстро выучила. Вы можете своими глазами увидеть, что все возможно. Можно сделать все, что мы хотим, выучить язык быстро, если мы действительно захотим и будем дисциплинированы. Спасибо всем вам, и если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях. Отлично. Пока! Спасибо вам, пока!